Всем доброй ночи. Дорогие друзья, основные темы, которые я затрагиваю в своих роликах, много из этих тем пережито мной. Но я не люблю особо раскрываться, объяснять, почему, как. Просто послушайте меня и сделайте так, как я вам скажу, и это принесет вам успокоение, утешение и облегчение. Для женщины нет большего горя, чем потеря своего ребенка. Для достойной женщины. Я не говорю о тех маромойках, которые рожают и забывают, как звали их детей. Я говорю о женщинах, которые в муках рождают новую жизнь, воспитывают этого ребенка, отдают всю себя, которые связывают с этим ребенком свои надежды, которые хотят продолжения рода, и которые считают, что в этой жизни функцию женщины они в принципе уже выполнили, потому что стали матерью. И так получается, что ребенок уходит раньше родителей. В мироздании есть такой закон, по крайней мере, каждый человек мечтает о том, чтобы это случилось в его жизни. Каждый человек хочет уйти раньше своих детей. Хотя бы на минуту, но раньше. Потому что пережить смерть своего ребенка – это адские мучения. Неважно, как этот ребенок ушел. Болел ли ребенок, внезапная ли смерть, авария, убийство ли, все что угодно. Первая реакция матери – это винить себя. Винить себя в том, что она что-то предчувствовала, не смогла уберечь. Она должна была понять, что этот момент подойдет. Она должна была что-то сделать, не сделала. Потом начинается чувство глубокой жалости к своему ребенку, потому что она чувствует, что, быть может, в эту минуту он звал ее, смотря какая смерть была. Начинает терзать мысли, больно ли было ему уйти, была ли у него агония, отключился ли, ничего не понял, насколько быстрая была и безболезненная смерть. Женщина начинает искать ответы на вопросы, начинает искать ответы в интернете, читать, как человек умирает во время аварии, как человек умирает от удушья, как человек умирает, если тонет. Смотря какой смертью умер ее ребенок, она хочет утешить себя хотя бы тем, что ребенок ушел без боли, ничего не поняв и не почувствовав. Начинаются мучительные сны, начинается жуткая тоска. Первый этап скорби психологи вообще разделяют моменты скорби поэтапно. Первый этап скорби – это отрицание. Человек не хочет в это верить, и многие после катастроф, после, скажем так, столкновений поездов, после авиакатастроф, когда разговаривают с родителями погибших людей, такое ощущение, что они вроде бы спокойно говорят, как бы не осознают, что произошло. Это отрицание, это такая защитная реакция организма, когда для того, чтобы человек не сошел с ума от горя, на некоторое время подсознание отключает этот момент как настоящего времени, реальности. То есть человек думает, что он в каком-то страшном сне,
что это не с ним произошло. Многие люди, испытавшие такое горе, говорят, что первые несколько дней им казалось, что это какой-то сон, и они проснутся, и все это позади. И они спокойно ждали, пока этот сон пройдет, пока наступит пробуждение. То есть в их понимании, в их подсознании это всего лишь страшный и ужасный сон, и не более того. Потом наступает время, когда люди собираются, когда начинаются похороны, человеку некогда думать, он направляет свои все мысли туда, как бы достойно похоронить, как бы сделать как положено, то есть отключает на время. Это хотя звучит не очень приятно, но этот момент, эта процедура, некий спасительный процесс. Потому что если человек останется один на один со своим горем в эти дни, он не выдержит. И вот этот момент, когда приходят родные, близкие, соседи, друзья и так далее, собирается все воедино, ощущение такого общего горя раздается всем по куску. Не то чтобы становится легче, но человек не осознает еще пока. Это все происходит спонтанно, быстро, за несколько дней отдаются земле. И вот этот момент горя, осознание того, что ребенка больше нет, и чувство абсолютной опустошенности наступает намного позже. Людям кажется, что самое страшное горе – это первые дни, потом как-то смиряется человек, легче становится. Нет, дорогие друзья, первые дни – это неосознанно, до сознания человека еще не дошло, он еще не понял. У него такое чувство, что сейчас ребенок придет. Мне одна женщина рассказывала, что после того, как погиб ее ребенок, и самое страшное, это когда нельзя открыть гроб и показать. То есть человек не осознает, что там лежит родной человек, он не понимает до конца, потому что не видел. И еще страшнее, когда пропадает, когда отправляют прах, например, да, и мать не успела попрощаться, она не поняла ничего. В ее сознании, в ее подсознании он будет жив всегда, и она все время будет его ждать. И она говорит, что у меня было такое чувство, как будто я хороню кого-то непонятно чужого человека, и что вот сейчас откроется дверь, и придет моя дочь, и я ей расскажу, что вот на мою голову кого-то навязали и доказывают мне, что это ты. И вот осознание потери ребенка наступает после похорон. Это называется глубокая стадия горя, когда начинается тоска, когда человек начинает перебирать фотографии, видео, скажем, ленты, когда человек начинает смотреть в телефон ребенка своего, если это взрослый, когда человек начинает перебирать в памяти моменты, когда человек начинает все время посещать могилу, пытаясь кого-то там найти. Вот этот момент горя – это самый страшный момент, который нужно пережить, собственно говоря, потому что многие как раз в этот момент горя ломаются. Самое основное количество самоубийств родителей приходится именно вот в этот период глубокого горя, переживания, вот именно вот этого периода глубокого переживания горя, одиночества, потому что все разошлись по домам, у всех своя жизнь, каждый занят своим делом, и ты понимаешь, что люди живут своей жизнью. Да, они тебе посочувствовали, да, им очень стало за тебя больно, и сопереживают они с тобой, но у каждого своя жизнь. И ты остаешься один на один с этим горем, с этой болью, с этой абсолютной безысходностью и одиночеством. Как поступить в эти моменты? В эти моменты в основном в голову лезут определенные мысли. Причем не имеет никакого значения, сколько детей у вас. У вас может быть 10 детей, но тот, который погиб, или был убит, или умер от болезней,
Понимаете, ну, как бы сказать, хотел сказать еще хуже, но который из этих этапов хуже, мы не можем определить, потому что в любом качестве смерть – это очень болезненный процесс для тех, кто остался. Для тех, кто ушел, это было, скажем так, несколько минут боли, может быть, агонии, а может, он и в бессознании ушел. По-разному бывает смерть. И вот остается человек один на один со своим горем. И как с этим всем поступить? Начинается депрессия, абсолютное безразличие ко всему, к миру. Начинается чувство страха, одиночества. Это не типичная ситуация для женщины, для мужчины, без разницы, для родителя. Потому что родитель считает так, что есть ребенок, есть смысл жизни, есть смысл жить, творить, идти вперед, а теперь нету ни для кого абсолютно что-либо в этой жизни создавать, нет стимула, рухнули все планы. Если человек должен был создать семью, молодой человек, имею в виду, этой семьи нет, внуков нет, нет радости, нет ничего. И то есть на смену вот этих всех планов, этих радужных мечтаний и желаний наступает абсолютная пустота. То есть ничего. И неважно, как умер ребенок, еще раз повторюсь. Бывает, что роженица умирает вместе с детьми, дома все подготовлено, ждут, а нету ни девочки, нету, это и не того рожденного ребенка. Как бы там ни было, но наступает апатия и безразличие к жизни. Есть родители, которые после этого сводят счеты с жизнью. После Нордоста, когда погибло много молодых людей, мать одного из погибших мальчиков кинулась с моста в Москва-реку. Но дело в том, что она это сделала зимой, когда там был толстый лед. Видимо, у нее было такое отчаянное состояние, что она ни о чем не подумала, просто сделала это. Дорогие друзья, иногда внутри человека, в душе человека бывает такая ужасающая боль, что эта боль не сравнить ни с чем. И человек думает, что, покончив с собой, он покончит с этой душевной болью. Он не хочет заканчивать свою жизнь, он хочет закончить жизнь вот эту болезненную. То есть внутренняя боль настолько велика, что человек готов покончить с собой, чтобы эта боль заглохла, чтобы она закончилась. Но даже не знаю, как сказать, повезло ей или так уж получилось, что лед не треснул, она стала жива. Во-первых, хочу вам сказать, дорогие друзья, если вы хотите когда-нибудь встретиться со своими детьми там, вы должны дожить свою жизнь здесь. Запомните это. Только в этом случае вы будете иметь право иметь доступ к тому миру, к той части потустороннего мира, где будет находиться душа вашего ребенка. Это самое главное условие, что вы должны дожить свой век. Многие родители заставляют себя жить именно по этой причине, чтобы потом воссоединиться со своим чадом, зная, что, покончив с собой или ускорив свою смерть, они могут попасть в иное измерение, потому что, как бы нам не было больно в этой жизни, мы не вправе оспаривать решение мироздания, и мы не вправе сами лично принимать решение, когда нам надо уйти, когда нет. Это первое условие. Второе. Ваши дети рядом с вами всегда. До того момента, пока они вам нужны.
Они вам нужны, естественно, всю жизнь, но пока вы не смирились с их смертью, они рядом с вами будут находиться. Первое, что не следует делать, это топить горем их души, потому что все, что вы в этот момент чувствуете, чувствует эта душа. Вы хотите что-то хорошее сделать для их покоя на том свете. Вы должны быть сильнее, вы должны держаться. Потому что они находятся рядом с вами, и от вас исходит энергия несчастья. Энергия несчастья причиняет мучение душам, которые находятся с вами рядом. Если вы хотите, чтобы душе вашего ребенка стало легче, чтобы он не мучился, вы должны прекращать эту энергию несчастья. То есть, я не говорю, что вы должны радоваться и танцевать. Естественно, нет. Естественно, это момент горя, который нужно перенести и пережить. Но вы должны перестать удерживать его слезами на этой земле. Для него мучительно нахождение здесь. Второй момент. Дорогие друзья, на Кавказе было принято, что если уходили в молодости, если уходила, например, дочь молодой, то надевали на нее свадебное платье. Это потом перешло и сюда, в традицию. То есть выполняли ее желание, ее мечту. Она мечтала быть замужем, она была молодая, она должна была выйти замуж. Вот, исполняя ее волю, ее желание, ее мечту, родственники наряжали ее подвенечное платье и так хоронили, как невесту. Второй момент. По традиции некоторых народов Северного Кавказа родители умершего молодого человека или девушки готовили блюда, которые их ребенок любил, и приглашали родственников вместе с ними, иногда обедали, трапезничали, скажем так. Они путешествовали по тем местам, которые их ребенок любил или хотел бы там оказаться. То есть одно время мне такие вещи казались странными, я не могла понять. Потом я поняла, почему это делалось. Потому что по закону мироздания связь между родителями и детьми непрерывна. Не имеет значения, родители и дети любили друг друга или не особо дружили, или не особые были отношения. Это не важно. Если дети уходят раньше родителей, это некий закон нарушения закона мироздания. Души детей остаются с их родителями до того момента, пока они полностью не смирились и не успокоились. Если они до конца жизни не смирятся с этим, до конца жизни душа их ребенка будет находиться рядом с родителями. И души ваших детей, ушедших, они рядом с вами находятся. В этом можете не сомневаться. Так вот, дорогие матери, отцы, родители, что вы можете делать для своих детей, которые ушли? Как вы можете себя утешить? Во-первых, хочу вам сказать, что нужно плакать не по тем, кто ушел, а по тем, кто остался. Потому что тот, кто ушел, скинул с себя бремя жизни, освободился от этого грязного мира. Ему намного лучше там. Во-вторых, видя ваше мучение, страдания и слезы, они бы это не оправдали. В-третьих, вашими страданиями вы причиняете боль их душе, потому что удерживаете здесь этими слезами на земле и питаете этой энергией мучения. То есть после смерти вы не даете им спокойно уйти и найти свое место в этом пространстве астральном, да, среди душ. В-третьих, если вы потеряли ребенка, вы должны жить за двоих. Вы должны ездить туда, куда мечтали вместе с ним поехать. Вы должны купить себе то, что мечтал ваш ребенок для себя. Через вас ваш ребенок доживает свою жизнь на этой земле. Через вас будет он видеть мир, наслаждаться через ваше зрение, потому что у духов нет того зрения, что есть у живых людей.
Так вот, души ваших детей через вас будут получать эту жизнь, наслаждение, энергию жизни. Мы говорим, не дожили. Мы говорим, слишком молодые ушли и не смогли прожить свою жизнь, не насладились жизнью, не долюбили. Дорогие друзья, долюбите за них, живите за них. Ваш ребенок хотел купить себе такое платье? Купите такое платье и надевайте. Утолите их жажду через себя. Утолите их жажду жизни через себя. Вы хотели путешествовать? Пожалуйста, вон улетела. Вы хотели куда-то с ним съездить, путешествовать, или с ней, с дочерью, если у вас была дочь? Съездите. Пусть вашими глазами душа вашей дочери видит эти места. Она хотела какой-то дом свой построить то есть своим проектом. Постройте этот дом. Если вы еще человек не преклонного возраста и у вас есть еще жизнь впереди, постройте этот дом ее мечты. Пускай она видит, что этот дом построен. Если вы будете сидеть плакать, вы ничего хорошего этим душам не даете, дорогие друзья. Ваши дети ушли физически, но они где-то есть, они где-то вас слышат, живут. Вы иногда дома можете чувствовать их запах, ощущать их присутствие. Они иногда приходят во сне, что-то вам говорят, и говорят, причем такие вещи иногда предупреждают, иногда помогают вам. Они становятся ваши хранители до конца ваших дней. Пока вы не утешитесь, не успокоитесь, они не уйдут. Но вам для этого не нужно слезами удерживать его. Вам нужно прожить жизнь за двоих. Вам нужно делать все то, что он хотел и не успел. И не говорить, что он не увидел, не дожил, не долюбил, а за него увидеть, дожить, долюбить, сделать, создать и прочее, прочее. Был такой случай, когда погибший в армии солдат сказал своей матери: «Я ушел, но я к тебе отправлю брата». Она, в принципе, таких, уже не маленького возраста женщина, да, в принципе, такой уже довольно солидный возраст, 44 года для рождения ребенка. И через некоторое время узнала, что она беременна. И она говорит, что в другой раз, может быть, не стала бы этого делать, потому что дети взрослые, не родила бы, ей это было не нужно. Но сейчас, после сна, в котором сын сказал: «Я ушел, но отправляю тебе брата», она доносила ребенка, родила, и точная копия, просто точная копия этого мальчика. Но назвать одним именем побоялась, не захотела, чтобы была такая же судьба, но утешилась. Ваши дети оттуда вас утешают. И я вас уверяю, как человек, который очень глубоко изучил мир духов и повадки духов, и много лет сталкивался с такими явлениями, хочу вам сказать, ничего хорошего вы своим детям своими слезами не делаете. Это, конечно же, нелегко сказать, конечно, это причиняет боль, это ужасно, но если вас это утешит, им там намного лучше, чем здесь. И они с вами рядом всегда, просто не физически, но душой. Если вы хотите, чтобы эта внутренняя боль, самотерзание, это самобичевание по поводу того, что вот я не углядела, я не удержала, я не сберегла и прочее прошло. Если вы хотите что-то сделать для души своего ребенка, живите за двоих. Воплощайте в жизнь те мечты, которые были у вашего ребенка. Хотел он путешествовать, путешествуйте по тем местам, куда он хотел. Хотел он выпустить свою пластинку, выпустите, может быть, у него есть старые записи, возьмите, сделайте это. Я знаю, что некоторые певцы стали известны после своей смерти, когда родители
вот эти любительские записи взяли, обработали, выпустили эти диски не ради денег, а для того, чтобы воплотить мечту своих детей. Дорогие друзья, был такой случай. Одна английская аристократка, которая потеряла своего ребенка из-за наркотиков, звали его Александр, называла она его ласково Алекс. Вот, ему было 24 года. И она настолько тяжело это переживала, что однажды подруга сказала ей, мол, ты хочешь утешить себя, спаси других детей, раз уж своего не смогла спасти, и ты себя терзаешь этим. И она создала фонд для детей, больных раком. И очень многих детей спасла. И она сказала, что я думаю, что смерть моего сына была не напрасной. Что вот эта смерть, она меня толкнула на то, чтобы я могла спасти других детей. Что если бы я была счастливой матерью, и если бы мой сын был рядом со мной, у меня и мысль не возникла что-либо такое создать. Но поскольку я должна была как-то эту боль заглушить, я начала делать доброе. Я начала помогать другим людям, другим детям. И в итоге я чувствую, что я, потеряв одного ребенка, обрела много тысяч детей. Понимаете? Как бы это страшно ни звучало, но Вселенная все-таки умнее нас. Она знает, почему, что и как забирать. Дорогие друзья, если это случилось, вы подумайте о том, что, быть может, так было нужно, потому как впереди было что-то, нечто более страшное, и силы судьбы забрали человека для того, чтобы оградить и уберечь от более страшной смерти или более страшного происшествия или чего-то еще. Мы не можем знать, почему так. Может быть, вам этот ребенок был дан для того, чтобы вы почувствовали, поняли это, как бы сказать, это счастье материнства. Но у него был ограниченный срок, он должен был уйти. Эта душа должна была прожить вот столько. И хотя эта душа пришла в этот мир, стала вашим ребенком, и, может быть, вы себе задаете вопрос, а почему именно я должна была потерять своего ребенка? Почему именно я? Почему не другие? Ну так, дорогие друзья, и те другие, если бы потеряли, они бы задавали тот же самый вопрос. Почему именно я, а не другие? Вот так уж вам было суждено. Вы должны были пережить эту боль. И вы должны были пройти это мучение. В конце концов, в мире люди приходят и уходят. И каждый из них чей-то ребенок. Неважно, в каком возрасте он уходит. Каждый из них чей-то сын или дочь. И, к сожалению, статистика смерти существует. Люди умирают. Понимаете? И так получилось, что эта статистика, она как бы коснулась и вашей семьи, и она могла коснуться любой семьи. Ну вот так уж получилось, что вы оказались под ударом. Но что делать теперь? Знать, что вы однажды с ним встретитесь. Знать, что он с вами рядом. Не физически, но духовно, потому что связь между родителем и ребенком вечна. И жить за двоих. Жить за двоих и воплощать в жизнь мечты вашего ребенка. Все, что он не успел, сделать за него. Он хотел сделать что-то, сделайте за него. Пусть он вашими глазами это увидит и наслаждается. Потому что душа через вас, особенно душа вашего ребенка, которого вы родили на свет, вы создали, по сути, эта душа зависима от вас. И через вас получает из этого мира и доброе, и злое. Так вот, постарайтесь, чтобы ваш ушедший ребенок, его душа с этого мира получала только доброе через вас. Воплощайте в мир его мечты. И через некоторое время вы почувствуете, как вам станет легче. Вам станет легче, и это чувство вины, что он ушел, а я жива, многие родители так говорят. Почему вот я не умерла? Почему мой ребенок умер? Почему я не ушла раньше? Они винят себя в этом, и они чувствуют некую вину из-за того, что они живы, а их ребенок ушел. Они считают себя виноватыми. Вот это чувство
знаете, как бы обязанности, чувство того, что я должна была уйти раньше. Да, вы правы, так было бы лучше, но так уж получилось, что вы остались, а он ушел. Как быть теперь? Сделайте так, как я вам советую. И через некоторое время вы почувствуете, что вам станет легче. Вы ощутите, что вы дали ему эту возможность дожить свой век, увидеть то, что он хотел, только через вас, через себя. Сядьте и подумайте, что хотел ваш ребенок, и воплощайте это в жизнь. Живите за двоих, и вместо себя, и вместо него. Не назло кому-то и не вопреки, а ради того, чтобы его душа через вас насыщалась. Дорогие друзья, самая большая ошибка просто плакать, просто горевать. Этим душам ничего не даете, кроме страданий, кроме удерживания их на земле этими слезами. И самое правильное – это жить за двоих, воплощать его мечты, это делать все, что он хотел бы сделать, но не успел, чтобы он через вас получил все, что не успел получить при жизни. Насладился тем, что он хотел в этой жизни получить. И дожил свой век. И тогда у вас внутреннее вот это состояние изменится. Потому что, чувствуя подсознательно, что душа довольна, вам станет легче. Всем удачи и пусть поменьше будет таких бедствий. К сожалению, многие не могут избегать этого. Это не в их власти, но пусть это будет как можно меньше. И пусть ваши дети прощаются с вами первые. Пусть мы уходим раньше. Это правильно, так должно быть. Всем удачи.